Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Вспышка, и сегодня я хотел бы вам задать вот какой вопрос. Ребят, я часто посещаю турниры, где присутствует такая развлекуха для народа, как личный зачет, и вот на этом личном зачете я замечаю следующую особенность. Большинство игроков, имея возможность катать на пресс-аккаунте, они оставляют самой маленькой мини-карту, какой только можно быть. То есть фактически они играют вот так. Я, если честно, не понимаю, как так можно играть, и хочу задать вам вопрос. То есть я вижу, как играет народ, а одновременно с этим я хотел получить информацию от вас, а как играет мой зритель, на какой миникарте, максимальная ли она, понятное дело, что можно растянуть ее до таких размеров, но в этом особого смысла нет. Или пользуется ли мой зритель функцией там капслок, увеличения миникарты на весь экран, дабы иметь представление, что происходит. Это вопрос номер один. Вопрос номер два, и такая небольшая вам познавалка-обучалка. Что я делаю сейчас? Я готовлю почву для определенной атаки. Я простреливаю вагончики. Благодаря этому я могу просветить вдоль до конца карты и понять, что на этой половине, на Энске, у нас в нашем бою, где мы играем на М41 Бульдоге гранд-финальном, черном бульдожке, нету больше дополнительных никаких машин. Соответственно, я могу спокойно выходить на третью и четвертую линию, не опасаясь никого, и начинать расстрел. Одновременно с этим не очень будут реагировать на меня противники. Е75 в принципе даже голову не смог повернуть, потому что был отвлечен тем, что может произойти рядом там с ним. Одновременно с этим Яга-88 где-то там забылась в атаке, а мы продолжаем напихивать ИСу-3, которому в общем и в целом абсолютно не до нас. Одновременно с этим наши парни удерживают продвижение танков противника по 7, 8, 9 нулевой линии, и мы можем спокойно выходить уже на убийство МХ-50-100. Здесь немножко благодаря физике и торможению я быстро ухожу от его башни и спокойно захожу в спину. Он понимает, что больше гнаться в общем-то незачем, и принимает свою судьбу. Дальнейшее развитие, все возможно было осуществить это благодаря как раз миникарте, благодаря тому, что мы увидели, что на 7, 8, 9 нулевой огромное количество противников. Не благодаря ушам, а именно миникарте. Большое количество красного цвета там появилось, и я решил попробовать угадать. И угадалка это среагировала. Ну да, очередное непробитие бата 55-го уже нас преследует, но если прицелиться все-таки ему не в корпус, а в башню, то все начнет залетать. Ну, можно и в корпус, если он бочком. Соответственно, делаем третий фраг, забираем бата, и, как вы видите, у противника уже начинается такая легкая паника. То есть там ситуация складывается таким образом, что кто-то должен уже вернуться на базу, понимая, что силы противника ну никак уже не смогут продавить, и надо хотя бы попытаться защитить. Но на самом деле это уже такая агония. Сейчас мы будем аккуратно добивать парней. У меня получаются какие-то феноменальные выстрелы. Вначале дать шот не без просто подсвета контура, понимаю, что там где-то может снаряд залететь, снаряд залетает, второй снаряд промахивается, третий по 1390 вы видели под железной дорогой вообще четко в ту точку, куда я хотел, прилетает, и любо-дорого смотреть на все это. Под финалочку мы еще и лору здесь тоже на пробел нажимаем, уворачиваемся от его ствола. Мог бы он нажать на выстрел, но он этого не делает, что позволяет нам, в общем-то, увернуться так по красоте. И бежим уже, быть может, к нашему шестому фрагу. 343 хп, 100 хп, давайте мы его добьем. Не пробиваю. И 10-го его забирают, а так бы это был бы красивый воин на гранд-финальном бульдоге. Вот такие вот дела. Напоминаю свой вопрос, ребята, какого размера у вас мини-карта? Вопрос номер один. И готовите ли вы почву для своей атаки? Убиваете ли вы домики, простреливаете вы препятствия, как-то стараетесь фугасами завалить дерево, если оно может обеспечить вам безопасность. Такими вещами вы балуетесь или для вас это ново? Напишите мне это в комментариях, я обязательно прочту и, быть может, сделаю поэтому интересное познавательное видео. За сим все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Вспышка и пока-пока.